Туманное осеннее утро только начинало окрашивать край неба в холодные свинцовые тона, когда старенький универсал дежурного ветеринара Анны свернул на разбитую грунтовку, ведущую к приюту «Второй шанс». Первые смены всегда начинались в тишине. Пока город спал, здесь, на дальней окраине, слышалось лишь редкое сонное ворчание в вольерах. Но этот день перечеркнул привычный распорядок с первых же секунд. Когда свет фар скользнул по высоким железным воротам, Анна резко ударила по тормозам. У кованых прутьев прямо в дорожной пыли темнел неподвижный силуэт. Сначала показалось, что это брошенный мешок со старыми вещами, которые сердобольные люди иногда оставляли у входа. Но силуэт шевельнулся. Анна выскочила из машины, забыв заглушить мотор. Навстречу ей уже спешил Михаил, старший сотрудник приюта, подошедший со стороны служебного входа. То, что они увидели, заставило обоих замереть в оцепенении и ярости. К нижней перекладине ворот толстой бельевой веревкой была намертво привязана собака. Узел затянули так коротко и безжалостно, что животное не могло даже полноценно лечь, голова оставалась неестественно вздернутой вверх. Сколько часов или дней она провела в таком положении на ледяном ветру, оставалось только догадываться. Земля вокруг была истоптана и слегка разрыта. Собака явно пыталась согреться или найти хоть немного удобную позу. Но поразило людей даже не это. Услышав шаги и хлопок автомобильной двери, несчастное существо подняло голову. Заметив приближающихся людей, собака из последних сил протиснула худую, израненную мордочку сквозь холодные прутья решетки и слабо, неуверенно, но отчаянно завиляла хвостом. В ее глазах не было злобы или дикого страха. В них сквозила лишь нечеловеческая, щемящая мольба и бесконечная вера в то, что ее наконец-то пришли спасти. «Боже мой!» — выдохнула Анна, опускаясь на колени прямо в сырую землю. Картина была чудовищной. Собака представляла собой обтянутый кожей скелет. Каждое ребро, каждый позвонок и тазовые кости выпирали наружу так отчетливо, будто на анатомическом макете. Кожа животного была поражена тяжелейшим дерматитом. Шерсть на боках и лапах вылезла клочьями, обнажив воспаленные, потрескавшиеся участки, покрытые язвами и корками. В воздухе стоял тяжелый запах запущенной инфекции. Но самым страшным было другое. На переносице и щеках собаки темнели глубокие застарелые шрамы от порезов, словно ее намеренно полосовали чем-то острым или били о колючую проволоку. Михаил дрожащими от волнения руками достал складной нож и осторожно перерезал туго натянутую веревку, впившуюся в шею собаки до крови. В ту же секунду изможденное тело бессильно опустилось в руки Анны. Животное тихо вздохнуло, прижалось теплой воспаленной щекой к куртке девушки и издало глухой, тихий звук, похожий на всхлип облегчения. Это была горькая, но спасительная случайность. Тот, кто решил избавиться от собаки, все же привез ее именно к воротам приюта. Оставь ее в лесополосе или выброси на пустыре за городом, еще одного морозного рассвета она бы просто не пережила. Здесь же, за этими коваными воротами, ее судьба круто развернулась в другую сторону. Собаку бережно завернули в термоодеяло и отнесли в теплый ветеринарный блок. Взвешивание показало критический дефицит массы. При ее росте и строении она должна была весить не менее 25 килограммов, стрелка же весов едва перевалила за 11. Началась долгая слаженная работа. Анна с ассистентами осторожно промывали раны, обрабатывали воспаленную кожу антисептиками, ставили капельницы с поддерживающими растворами и витаминами. Собака терпела все. Ни единого рыка, ни одной попытки огрызнуться или убрать лапу. Лишь внимательный, всепонимающий взгляд темных глаз, следивших за каждым движением врачей. За этот тихий, покорный нрав и за то, что ее появление рассеяло утренний морок, ее назвали Мисти.
Первые сутки Мисти провела в полусне под инфракрасной лампой на мягком ортопедическом матрасе. Когда действие первых препаратов сняло острую боль и лихорадку, ветеринары приступили к стандартной процедуре – проверки на наличие чипа. Сканер медленно провели вдоль холки и шеи. Раздался резкий, отчетливый писк. На экране прибора высветился 15-значный номер. «Есть чип!» — воскликнула Анна. «Она домашняя». В базе данных быстро нашлась регистрационная карточка. Порода — метис-овчарки. Дата чипирования — 4 года назад. Имя первого владельца и номер телефона. В приюте вспыхнула надежда. Однако последовавший телефонный разговор принес больше вопросов, чем ответов. Мужчина на другом конце провода, услышав о собаке, сначала опешил, а затем искренне расстроился. Он рассказал, что 3 года назад из-за внезапной тяжелой болезни и потери жилья был вынужден спешно пристроить любимицу. По его словам, собака попала по объявлению к семейной паре, жившей в частном секторе. Первые полгода новые хозяева даже присылали фотографии сытого и веселого пса, а потом сменили номера и оборвали все контакты. Мужчина был уверен, что с животным все в порядке, и заплакал, когда сотрудники приюта описали, в каком состоянии нашли Мисти. Стало ясно. Несколько лет собака провела в настоящем аду. Ее морили голодом, держали в чудовищной антисанитарии, избивали и, доведя до грани гибели, просто привезли под покровом ночи и привязали у чужих ворот, словно мусор. Сотрудники приюта и волонтеры единодушно решили, это преступление нельзя оставлять безнаказанным. В социальных сетях развернулась масштабная информационная кампания. К поискам подключились неравнодушные юристы и активисты. Были разосланы запросы по окрестным поселкам, проверялись старые объявления об усыновлении животных, опрашивались жители близлежащих районов, изучались записи с уличных камер наблюдения на трассе. Для команды приюта стало делом принципа выяснить, кто конкретно превратил живое существо в тень и бросил умирать. Тем временем в стенах приюта разворачивалась другая история — история исцеления. Мисти оказалась удивительной собакой с невероятной жаждой жизни. Через неделю она уже уверенно вставала на лапы, встречая Анну у двери бокса радостным поскуливанием. Лечебные ванны и строгая диета делали свое дело. Воспаления на коже начали затягиваться, раны на мордочке превратились в аккуратные светлые рубцы, а на облезлых боках пробился первый мягкий, бархатистый подшерсток. Самым сложным было вернуть ей уверенность в окружающем мире. В первые дни Мисти вздрагивала от резких звуков, а если кто-то поднимал руку слишком быстро, инстинктивно прижимала уши и втягивала голову в плечи, ожидая удара. Но доброта, тепло и терпение творят настоящие чудеса. День за днем, видя перед собой только ласковые улыбки, получая вкусные лакомства и чувствуя нежные поглаживания, собака оттаивала. Она снова научилась доверять. Спустя 2 месяца Мисти было не узнать. Из изможденного болезненного скелета она превратилась в статную грациозную собаку с лоснящейся густой шерстью и ясными, искрящимися радостью глазами. Она с восторгом исследовала тренировочную площадку приюта, бегала за мячом, играла с другими подопечными и больше всего на свете любила класть свою большую морду на колени человеку, закрывая глаза от абсолютного покоя. Сегодня Мисти полностью здорова и полна сил. Темные дни голода, холода и предательства остались позади, став лишь тусклым воспоминанием. Впереди у нее главный и самый важный этап. Сотрудники приюта тщательно и придирчиво выбирают для нее новую семью. Это будут особенные люди, чуткие, ответственные и любящие, которые никогда не поднимут руку, не пожалеют ласки и навсегда станут для Мисти настоящим домом, где ее больше никогда и ни за что не предадут.